Фоглоры молодые, Яти. Недавно у себя в сообществе выставил маленькое объявление, что за 15 минут заработал 2 миллиона и при этом никак не рисковал. А также сказал, что этот метод доступный всем игрокам. И это все правда, никаких сказок, никакого ПП. Вы готовы к этому? Ну что ж, давайте перейдем к делу. На самом деле про этот метод знают или слышали почти все игроки. Но почему-то, как именно это работает, никто не говорит. Это лут после ДМ, или ДТ, или другими словами Game Down, что в переводе означает падение игры. Что это значит? Поясняю. Каждый день в игре происходит этот Game Down. Наверное, каждый из вас видел, как игра дает предупреждение про это, и потом резко выкидывает всех игроков из игры. Это происходит всегда в одно время, в 13:00 по МСК. Оно длится примерно 35-45 минут. Только в понедельник он может длиться больше 1 часа. Просто запомните эту информацию. В это время серваки очищаются от мусора, но при этом сам мир Альбиона пустует. Также важно то, что абсолютно все таймеры обновляются. Это вы тоже запомните. Для тех, кто не знает, весь шмот, который вам падает из сундуков, это шмотки, которые продают на черный рынок. То есть, грубо говоря, оборот серый в игре. Что сами игроки создали, то пусть и получают. Но есть одно но. Игра постоянно распределяет лут в сундуках, чтобы создать так званую иллюзию рандома. Но когда игроков в игре очень мало, или вообще нет в игре, как например во время ДМ, сундуки начинают заполняться большим количеством лута во всем мире Альбиона. И тот, кто первый его заберет, того и лут. Именно так представляют себе игроки эту ситуацию. И на деле оно частично так и есть. Но почему-то они думают, что это перенасыщение лута длится 1 час или может даже полдня. О нет, вы очень сильно ошибаетесь. Оно длится до 10 минут, сразу после подключения сервера. В зависимости, сколько было лута на черном рынке и сколько игроков фармят сразу после ДМ. Лут падает абсолютно откуда захочешь. Сольники, карапты, статики, сундуки в путях. Абсолютно везде, где ты можешь открыть сундук в течение 10 минут. Или хотя бы выбить шмотку из моба. Очень важный нюанс. Нужно заходить в игру одним из первых. И не просто после ДМ. А как только сервер подрубился, мы сразу же зашли в игру. Это очень важно. Задержаться хотя бы на минут 5 и все. Лут уже обычный. Не так важно, где вы фармили, а важнее, сколько ты сможешь с собой забрать. Потому что лута будет очень много. Вот яркий пример. Сундуки 8 статиков. Те, кто там фармили, знают, что там такого лута никогда не падает. Согласитесь, это просто безумие. Как правильно их фармить, вы можете глянуть здесь. Есть одно но. Если первый сундук, который вы откроете, будет книжным, то вы не попадете в поток раздачи. Если это будет обычный, неважно какой, зеленый или синий, или может даже легендарный, или может даже с моба, вы попадете в поток лута. И примерно в течение 5-10 минут вы будете получать просто бешеное количество лута. Одной из отличительных черт этого лута является просто феноменальное падение плащей в большом количестве. То есть если вы зашли одним из первых в игру, открыли сундук с лутом, и вам там упало много шмоток и плащи, то вы попали в поток раздачи. И примерно минут 5-10 вы будете получать с каждого сундука просто огромное количество лута. Давайте поговорим, как мы должны действовать. Итак, если это сольники или карапты, там на самом деле все легко. Просто за 5 минут до закрытия сервака подбегаешь к нужному нам данжу, не заходим, ведь все равно нас выкинет из игры, а и соответственно из данжа. И когда заходим в игру, сразу же ищем данж. Если возле вас нету старого, заходим в новый и максимально быстро бежим фармить сундуки. И получаем наш лут. Чем быстрее вы зафармите сундуки, тем больше лута вам достанется. Зачастую этого бафа, так званого, хватает на 1 данж. Как в караптах, так и в сольниках. Но в караптах даже можно 2 данжа забрать. Важный нюанс. В караптах часто падают книжные сундуки, которые не дают вам вклиниться в поток. Поэтому вы сильно рискуете. И есть большой шанс просрать этот момент лута. В сольниках видны сундуки с книгами, поэтому не так страшно. Если вы уже попали в поток лута, последующие книжные сундуки не выбивают вас из потока, поэтому можете их смело открывать. Статики очень похоже фармятся, только там уже вас не будет выкидывать из их, поэтому просто стоим возле самых легких сундуков и быстро их фармим. Это примерно 4-5 сундуков за 10 минут, которые принесут нам 1 миллион спокойно. Статики самые надежные в этом плане. Вы можете за 10 минут забрать чуть ли не 3 миллиона только лутом. А особенно если это 8 морганки, книжных сундуков там нету, поэтому никакого риска.
близко. Но лута из сундуков там не так много. А вот Авалонские пути достаточно интересно. Есть два варианта. Мы можем найти статический сольник, и неважно, закрытый он или нет. Ведь после ДМ все сольники в путях открываются. Чем выше тир, тем вкуснее лут. Или более надежный вариант — это зафармить полностью весь синий сундук за 10 минут. Что можно провернуть с Т6 тиром сундуков? Вы можете глянуть этот метод у меня на канале. Почему он надежный? Да потому что с мобов часто падают шмотки. А чтобы попасть в поток, нам нужно выбить из кого-то шмотку. Только тогда мы получим этот так званый баф на лут. И если вы можете забрать 8 тир синих сундуков в Авалоне, готовьтесь забирать свои 5 миллионов за 15 минут. Но лучше это делать вдвоем. Да даже 5 миллионов на двоих за 10 минут это просто 10 с 10. Также это работает и с черным рынком. Только там просто за 40 минут ДМа появляются новые очень вкусные позиции. Так как целых 40 минут его никто не пополняет. Но без опыта перепродажи вам там нечего ловить. Если вам интересный черный рынок, дайте знать в комментариях. Так что если вы тот самый человек, который говорит, что вам постоянно не везет, то пора уже нагнуть госпожу удачу и забрать свой лут. Примерно 15 минут после старта сервака почти нету гангеров и дайверов, так что вы еще и мало рискуете. Не забывайте, что такой метод фарма можно провернуть только один раз в день. И то, если вы успеете попасть в эти 10 минут старта. Но зато это того стоит. Чем выше тир локации или данжа, тем более вкусный лут вас ждет. Надеюсь, вам метод понравился. Думаю, вы узнали что-то новое для себя. Ведь, скорее всего, если этот метод будет популяризирован, его понерфят. Так что пользуйтесь, пока он еще рабочий. И тогда вы сможете заработать очень много серебра за маленький срок времени. Я сильно старался и пытался полностью раскрыть тему. С вас лайк и подписка, с меня новые топовые виды заработка. На этом все. Давай того, да?